Очередная посылка приехала из Китая. Как я ее получал, расскажу после обзора. Кому интересно, можете посмотреть. В посылке у нас осциллограф FNIRSI 1C15 и отдельно такой полужесткий футляр для хранения этого осциллографа. Несмотря на то, что осциллограф у нас маленький, карманный, помещающийся на ладони, коробка довольно большая. Наверное, там вместе с твоей железкой пришла кошачья еда. Инструкция, вот такая книжечка на английском языке, 23 страницы. Интересно, что в конце этой инструкции 9 страниц посвящены различным вариантам применения осциллографа. Прямо готовая статья для сайта, как использовать осциллограф. Здесь есть, как измерить напряжение на аккумуляторе, как правильно посмотреть сигнал на кварцевом резонаторе, как проверять звуковой усилитель с помощью этого осциллографа, как посмотреть напряжение в сети 220 вольт и много разных других вариантов. Что у нас здесь? Понятное дело, осциллограф. Есть зарядное устройство в комплекте. Вот такое маленькое дешевое зарядное устройство, но оно свою функцию выполняет, работает, заряжает этот осциллограф, собственно, что от него и требуется. В других гаджетах, которые приходили мне в последнее время, не было и такого. Под пенопластом в коробке вся остальная комплектация, кабель для зарядки, микро-USB, к сожалению, а не Type-C. Стандартный осциллографический кабель со щупом и входным делителем 1 к 10. Кабель промаркирован надписью 100 МГц. Надо будет его сейчас откалибровать. Приятный бонус – дополнительный кабель с крокодилами. Такой кабель иногда очень удобно использовать вместо стандартного осциллографического щупа, когда нам не нужно смотреть какие-то высокие частоты на осциллографе. Например, посмотреть сигналы где-то в звуковом усилителе, в какой-то звуковой технике, что-то дополнительное подключить, например, генератор. Конечно, здесь нет входного делителя, но тем не менее такое приятное дополнение, этот кабель может быть очень полезен. Кстати, когда-то я делал сам такой кабель с крокодилами для своего осциллографа. Ну а здесь вот есть у нас из коробки. В верхней части BNC разъем, гнездо для зарядки, micro-USB. Во время заряда у нас светится красный светодиод. Когда аккумулятор заряжен, индикатор становится синим. У прибора обычный движковый механический выключатель питания. Вот так он включается. Загружается довольно быстро, поскольку выключатель механический, то никаких функций автоматического выключения у нас нет. И, честно говоря, наверное, это хорошо. У любого осциллографического щупа есть вот такое отверстие на разъеме. Оно служит для калибровки входного делителя. Там внутри есть подстроечный конденсатор на маленькой платке. Вращая движок этого конденсатора, нам надо добиться как можно более линейной частотной характеристики кабеля. Для этого на осциллографе есть вот здесь выход тестового сигнала. Это прямоугольный сигнал частотой 1 кГц. Кстати, его можно использовать не только для калибровки щупа, но и для других целей, например, для проверки электрических цепей, какого-нибудь усилителя низкой частоты, тоже можно использовать этот выход. Сейчас я подсоединил кабель, давайте его откалибруем перед работой. На осциллографе нажмем волшебную кнопку «Авто». При этом осциллограф автоматически настроит параметры развертки под входной сигнал, так чтобы нам было удобно наблюдать его на экране. Для калибровки лучше использовать специальную пластиковую отвертку, она не влияет на подстроечный конденсатор своей емкостью, потому что она пластиковая. Если у вас нет такой отвертки, в принципе можно использовать любую, главное чтобы ручка у нее была не металлическая. Подстраивая конденсатор, добиваемся ровной крыши у прямоугольного сигнала. Не должно быть ни всплеска, ни завала фронтов. После калибровки кабеля можно успешно пользоваться, ну а лучше всего просто кушать и спать, как это делает моя электронная кошка. Давайте подключим к осциллографу генератор сигналов, например, вот такой, тоже от FNIRSI.
На самом деле это комбинированный прибор, который и генератор, и осциллограф, и испытатель транзисторов и других электронных приборов. Обзор на него вы также можете посмотреть по ссылке в описании. После распаковки я посмотрел на прибор и подумал, что у него нет регулировки яркости экрана. Пришлось заглянуть в инструкцию. Оказалось, что яркость экрана устанавливается длительным нажатием вот на эти две кнопки – милливольты и вольты. Если мы нажимаем и удерживаем милливольты, то яркость увеличивается. Нажимаем, удерживаем, вот яркость увеличивается. Одно нажатие и удерживание уменьшает или увеличивает яркость на 10%. То есть, чтобы уменьшить на 30%, надо 3 раза нажать и удерживать кнопку V. И минимальная яркость вот 10%. Для управления осциллографом у нас есть 16 кнопок и джойстик. Джойстик перемещается вверх, вниз, влево, вправо, но не нажимается. Это джойстик без нажатия. В основном режиме джойстиком мы можем перемещать осциллограмму вверх-вниз и влево-вправо. Вот так вот влево-вправо перемещаться по буферу памяти осциллографа. Как мне показалось, джойстиком довольно удобно это делать. Также джойстик используется в режиме меню, в режиме установок. В меню можно войти, нажав на соответствующую кнопку с надписью «Меню». Нажимая джойстик вверх-вниз, можно перемещаться по страницам меню, а параметры в каждом меню мы можем выбирать соответственно джойстиком влево-вправо. В первом пункте меню можно выбрать открытый вход, закрытый вход. Можно переключить режим делителя. Все это делается соответствующими кнопками. Вот. Открытый и закрытый вход мы переключаем, нажимая на кнопку AC/DC. А делитель щупа переключаем вот этой кнопкой, умноженная на 1, умноженная на 10. Конечно же, на самом деле эта кнопка ничего не переключает в режимах осциллографа, она просто переключает режим отображения. Сейчас у меня амплитуда сигнала от пика до пика 3,3 вольта. Но если бы я на делителе напряжения включил режим 1 к 10, то у меня, естественно, показания были бы неправильными. Они бы уменьшились в 10 раз. Но если я нажму вот на эту кнопку, то показания скорректируются как раз в эти самые 10 раз. И напряжение мы прочитаем здесь правильно. Это удивительно, но, как оказалось, многие думают именно так, что вот эта кнопка на осциллографе переключает именно сам делитель, его режим. Режим делителя вы должны переключать вот здесь вручную, а здесь это уже ваше дело, включать этот режим 1 к 10 здесь или нет. На самом деле ничего в осциллографе не изменится. Я иногда ленюсь переключать, просто я в голове умножаю показания на 10. Следующий пункт меню – это измерение. Здесь мы попадаем в список всех параметров сигнала, которые может измерять этот осциллограф. И вот там, где поставлены зеленые галочки, эти параметры будут отображаться вот здесь. Видите, в данном случае у нас включена частота, размах сигнала от пика до пика и коэффициент заполнения, ну она же скважность. И вот они, эти три параметра. Видите, здесь они постоянно, всегда показываются внизу экрана. Кроме того, что касается измерений, у нас вот здесь есть такая полезная кнопка MEAS называется, что означает measure, то есть измерение. Если мы ее нажмем, то осциллограф у нас показывает все, что он может измерять. То есть весь этот список, который мы видели в меню, вот он показывается здесь, открывается. Нажимаем еще раз на эту волшебную кнопку, возвращаемся в обычный экран. Следующий пункт меню – это параметры экрана. Здесь всего два параметра. Persist – интересный параметр, который имитирует этакое после свечения на аналоговом осциллографе. По умолчанию эта штука выключена. Можно включить после свечения 1 секунда, либо сделать его бесконечным. И второй режим написано Roll – режим прокрутки дисплея. Вот сейчас у меня включена медленная развертка, 5 секунд на деление. Видите, как осциллограф это показывает, лучше всегда включать режим Roll. На самом деле режим называется Scroll. Видите, то есть скроллинг экрана. Эта штука работает только на медленной развертке. Естественно, что на быстрой развертке она не имеет смысла. Если ускорить развертку, вот режим Scroll все еще работает. 1 секунда на деление, 50 миллисекунд на деление. 200 миллисекунд, вот так работает режим Scroll.
Сейчас на 100 миллисекундах режим скролл автоматически отключился. На генераторе у нас пила, однако она превратилась вот в такие импульсы. Почему это произошло? А произошло это потому, что у нас включен режим с закрытым входом. На низкой частоте конденсатор не успевает заряжаться. Поэтому если включить режим DC, то все показывается правильно. Собственно, как и в любом осциллографе. Если вы хотите корректно просматривать какие-то медленные процессы, то вам необходимо отключить режим закрытого входа, то есть включить режим постоянного тока. Иначе конденсатор, через который идет сигнал, на входе осциллографа будет у вас отсекать часть сигнала медленного. Будет происходить так называемый процесс дифференцирования сигнала. Если мы сделаем развертку помедленнее, вот опять включается режим scroll, начиная с 200 миллисекунд на деление. Как раз для того, чтобы наблюдать различные медленные процессы. Давайте вернемся в меню, попробуем включить вот этот режим persist. Давайте включим persist 1 секунда. Такая стала у нас картинка. У старых аналоговых осциллографов, там где электронно-лучевая трубка, у таких электронно-лучевых трубок было свойство после свечения. На самом деле это иногда помогает отслеживать какие-то непериодические быстрые импульсы. Они вот так вот размножаются, и нам будет видно, иначе нам было бы трудно такой импульс отследить. А вот в таком режиме мы его увидим. А что будет, если мы включим бесконечное после свечения? Давайте попробуем. Ну, наверное, в каких-то случаях это тоже может быть полезным. Следующий пункт меню – это режим срабатывания триггера развертки. Иными словами, это синхронизация. По умолчанию у нас стоит авто. Это такой обычный режим работы осциллографа, в котором удобно смотреть различные периодические сигналы. Для непериодических сигналов у нас есть режим normal. И во второй строке мы можем выбрать, как будет срабатывать триггер развертки либо по фронту сигнала, либо по его спаду. Видите, я переключил, и осциллограмма у нас развернулась. Следующий пункт – это режим калибровки осциллографа. В последнем пункте мы можем посмотреть версию прошивочки. У меня стоит 1.4.9. Надо, кстати, посмотреть, может, есть уже новая прошивка. И можно переключить язык. Всего 2 языка – это китайский и английский. Когда я нажимаю на стоп, развертка останавливается. Видите, индикатор становится красным, и там написано стоп. На экране осциллографа мы видим просто запомненную осциллограмму. Даже если я отключу сейчас генератор, то осциллограмма останется на экране. Мы можем ее точно так же растягивать вот этими кнопками. Секунды, наносекунды – это развертка по горизонтали. Вот я могу запомненную осциллограмму вот так рассматривать. Если вот так уменьшить, то мы увидим всю память. Осциллограмма хранится в памяти прибора. Память имеет определенную емкость. И вот мы видим сейчас весь буфер памяти, он помещается на экран вот так. Можно растянуть. Можно вообще вот так растянуть, посмотреть фронты сигнала. Здесь достаточный объем памяти, в принципе. Надо посмотреть в инструкции, какой там объем памяти. Если мы вот так с вами растянули, то джойстиком можно по нашей осциллограмме вот таким вот образом перемещаться, смотреть, что там происходит в сигнале, как бы под лупой его рассматривать. И вот здесь, видите, вот эта полоска белая вверху экрана, она как раз представляет графическое изображение нашего буфера памяти. Вот эта точечка, этот курсор, это как раз вот этот экран, окно, которое проецируется на вот этот буфер памяти. Развертки настраиваются 4 кнопками. По напряжению. Настройка чувствительности осциллографа производится вот этими 2 кнопками, которые подписаны милливольты и вольты. Горизонтальная развертка, то есть время наделения, меняется вот этими 2 кнопками. Секунды, наносекунды. Хотим смотреть секунды, переключаемся в секунды. Хотим смотреть наносекунды, кликаем на наносекунды. Вообще для начинающих конкретно, наверное, удобно. Дальше кнопочка. Вот у нас есть сингл. Это однократная развертка. Однократная развертка помогает отловить какой-то очень быстрый процесс, который происходит, ну скажем, один раз. Да? Отключаю наш генератор. Нажимаю на сингл.
И все, ничего нет на экране. У нас осциллограф ждет. Ждет, когда придет какой-то сигнал на его вход. Вот давайте посмотрим сейчас, что происходит прямо в момент подключения провода к генератору. Опс. Развертка произошла всего лишь один раз, и мы смотрим, что захватил наш осциллограф. Вот здесь я подключил где-то, и здесь пошла волновая форма. Кнопка авто автоматически подстраивает наш осциллограф под параметры входного сигнала, волшебная кнопка авто. Бывают такие ситуации в электронной практике, когда мы где-то смотрим сигнал в какой-то схеме, и мы даже примерно не знаем, что там может быть за сигнал. Подключаем осциллограф, он показывает просто вот такую полосу свечения, одну сплошную. И чтобы вот этими кнопками, так сказать, не настраивать развертку, можно просто нажать на кнопку авто, и она автоматически подстроит экран под частоту входного сигнала. Да, следующая кнопка измерения, про это мы тоже уже с вами говорили. Кнопка переключения отображения входного делителя кабеля. Кнопка закрытый и открытый вход, или по-английски AC/DC, переменный и постоянный ток. И остались у нас очень интересные здесь режимы. Некоторые не знают, что такое 50%. Сейчас я вам расскажу, зачем служит вообще эта кнопка. Отключаем провод от осциллографа и нажимаем кнопку 50%. Появляется вот такое меню. То есть мы сбрасываем в центральное состояние, в среднее положение вот эти все параметры. Можно все три параметра одновременно сбросить, либо какой-то один параметр можно сбросить. Ну, то есть перемещение по осям и уровень синхронизации. Я выбираю все, вот эти все три параметра, и нажимаю ОК. Вот видите, у нас линия четко посередине экрана. Это значит, что у нас все хорошо с осциллографом, что он откалиброван, и не надо никакую калибровку нам производить. Если я нажимаю на 50%, выбираю все и нажимаю ОК, но у нас линия, например, как-то вот так, либо как-то вот так наша линия. В этом случае нам необходимо провести калибровку прибора. То есть заходим в меню, калибровка, и нажимаем ОК. И после этого уже при нажатии на кнопку 50% ОК у нас линия будет возвращаться четко в центр экрана. Кнопка Select, вот она здесь внизу, в правом нижнем углу. Она позволяет выбрать, что будет делать джойстик, когда мы нажимаем его вверх и вниз. Либо перемещать всю осциллограмму, либо перемещать просто маркер синхронизации. Нажимаем Select, и теперь мы можем двигать, видите, только уровень синхронизации. Вот я засинхронизировал нашу осциллограмму. Опять нажимаю Select, и теперь я могу двигать это все. Очень удобно. Во многих других осциллографах, если я двигаю вот так именно осциллограмму, то уровень синхронизации не изменяется. Нам надо постоянно его вручную подстраивать. А здесь у нас двигается все вместе. Если я передвигаю осциллограмму вверх-вниз, то у нас передвигается и уровень синхронизации. Напряжение синхронизации автоматически меняется. Это очень удобно. Для меня это одно из преимуществ этого осциллографа. Еще одна очень интересная функция – это вот эта кнопка REF. Нажав на эту кнопку, мы можем запомнить текущую осциллограмму, видимо, в каком-то буфере он сохраняет. Давайте это сделаем. Я нажимаю REF один раз, и все. Я могу поменять параметры сигнала на генераторе, смотрите, что будет происходить. Давайте поменяем вообще форму сигнала. Смотрите, у нас пила запомнилась, и она стала фоном экрана белого цвета осциллограмма. А наша реальная осциллограмма, которая сейчас приходит в данный момент с генератора, она показывается желтым. Получается, что на однолучевом, одноканальном осциллографе я каким-то вот таким вот образом могу наблюдать одновременно два сигнала. И могу их сравнить. Конечно, это не так удобно, как на двухлучевом осциллографе, но тем не менее такая функция есть, и она довольно полезна. Ею можно пользоваться. На многих одноканальных осциллографах такой функции просто нет. И последняя функция, на которой хотелось бы остановиться, это функция запоминания волны. Тоже, но запоминание не такого здесь сразу на экране, чтобы было видно, а именно запоминание во внутренней памяти, в буфере. Там, видимо, небольшая по объему флеш-память, на которую можно сохранить там пару десятков скриншотов нашего экрана. Для этого просто нажимаем Save. Давайте тут изменим частоту. Еще раз нажмем Save. Поменяем форму
сигналы. Прямоугольник, например. Нажмем авто. Раздвинем вот так. Нажмем Save. Сохранили. Какой-нибудь треугольник выберем. Вот такой. И еще раз сохраним. Сохранили. Для того, чтобы посмотреть сохраненные волновые формы, нажимаем на кнопку Save и удерживаем ее. Здесь показано, что у нас всего лишь один экран. Их может быть несколько. Если у нас много сохраненных волновых форм, то будет несколько экранов. Здесь джойстиком выбираем то, что хотим. Например, вот эту форму сигнала. И нажимаем ОК. И можем ее просматривать точно так же. Можем выбрать другую какую-то. Нажимаем ОК. И вот она. Фактически это скриншот. Здесь мы уже не можем как-то раздвигать эту осциллограмму, смотреть ее там в подробностях. Это просто скриншот, то есть изображение, как фотография. Давайте задействуем вот этот генератор на Arduino. Он может производить прямоугольный сигнал до 8 МГц. Подключим к нему два осциллографа и посмотрим, как они показывают прямоугольник на разных частотах. Более-менее правильно показать прямоугольный сигнал — это самая сложная задача для любого осциллографа. По той причине, что любой прямоугольный сигнал является суммой огромного числа гармоник, частоты которых во много раз выше основной частоты прямоугольного сигнала. Поэтому, чтобы показать прямоугольный сигнал нормально, у осциллографа должна быть на пару порядков более высокая полоса пропускания, чем основная частота этого прямоугольника. Тогда как обычный синусоидальный сигнал любой осциллограф покажет легко, даже с частотой, которая будет чуть выше, чем заявленная полоса пропускания. Генератором мы будем управлять от компьютера с помощью специального приложения под Windows. Данное приложение написано на C#. Видео про этот генератор на Arduino вы сможете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Это у нас частота 10 кГц. Давайте подстроим развертку на обоих осциллографах. Меандр с частотой 10 кГц, конечно, любой осциллограф покажет идеально. Пусть будет 20 кГц, тоже такая знаменитая частота. Здесь у нас, конечно, тоже все хорошо. Увеличим частоту, поставим 50 кГц. Это частота, на которой работают многие импульсные блоки питания. Подстроим развертку, чтобы было хорошо видно. Установим частоту 100 кГц. Для осциллографа, который справа, это уже довольно высокая частота, потому что у него граничная полоса 500 кГц, а это у нас прямоугольный сигнал. Но, тем не менее, он тоже хорошо справляется. 200 кГц. На втором осциллографе уже видно, что заваливаются фронты и спады сигнала. Аналоговый тракт этого осциллографа начинает отфильтровывать высшие гармоники. То, что мы видим на осциллографе как фронт прямоугольного сигнала, это как раз и есть высшие гармоники в спектре. Еще увеличим частоту, поставим 300 кГц. На втором осциллографе у нас уже все, развертка самая короткая, больше развернуть сигнал мы не сможем. А здесь у нас запас еще есть, как говорится, еще запаса у нас немерено. Поставим частоту 400 кГц. Здесь уже все ближе к синусоиде, но это так и должно быть. Чем ближе к граничной частоте, тем больше прямоугольный сигнал должен походить на синусоиду. Но амплитуда его не должна уменьшаться. Она должна начать уменьшаться только на частотах, которые выше полосы пропускания. 500 кГц частота. Для нашего левого осциллографа это, собственно, ничто еще пока что. А тот, который справа, уже показывает синусоиду, но она не уменьшилась по амплитуде. Это как раз 500 кГц граничная частота вот этого маленького осциллографа. Давайте сделаем 600 кГц. На нашем осциллографе, который герой сегодняшнего обзора, практически ничего не изменилось, а на осциллографе, который справа, там уже синусоида. Но поскольку она опять же не уменьшилась по амплитуде, делаем вывод, что вот у этого осциллографа полоса пропускания где-то в районе 600 кГц, то есть она несколько выше, чем заявленная. Частота 1 МГц. Герой обзора показывает ее отлично, а здесь у нас уже начала уменьшаться амплитуда. 2 МГц. Довольно высокая частота для прямоугольника. Видим, как показывает ее герой обзора, а на осциллографе справа уже очень сильно уменьшилась амплитуда, но что-то еще видно. 3 МГц. На осциллографе справа все, уже сигнал пропал совершенно.
8 МГц – это максимум, что может мой генератор на Arduino. Вот такой сигнал вы видите на экране. На такой частоте может оказывать уже и емкость кабеля, емкость соединений и качество самого сигнала. Я не уверен на самом деле, что с этой Arduino, с этого генератора идет идеально прямоугольный сигнал на частоте 8 МГц, а какого-то другого осциллографа супер-пупер навороченного у меня нет, чтобы точно посмотреть. Давайте открутим 6 винтов и разберем устройство, посмотрим, что у него внутри. Аккумулятор приклеен на задней стенке, вот такой довольно толстый аккумулятор, к тому же он такой увесистый довольно. Заявленная емкость его 3000 мАч, судя по его виду, наверное, так и есть. Так выглядит печатная плата нашего осциллографа. Слева около BNC разъема аналоговая часть, видим здесь реле. Микросхема 74HC4051D – это аналоговый мультиплексор. Восьминогая микросхемка – это высокоскоростной операционный усилитель OPA685. Это очень качественный операционник с полосой частот выше 1 ГГц. Это АЦП осциллографа, использован чип MXT2088. Если вы посмотрите даташит на эту микросхему, обнаружите, что это 100 мегасэмпловый чип. Это 32-битный микроконтроллер с ядром ARM GD32F303, производство китайской компании GigaDevice. Рядом с процессором видим EPM240T, это альтеровская плиска или PLM. Наличие PLM говорит о том, что у нас все-таки довольно серьезное устройство. Здесь расположен блок питания осциллографа с выключателем. Под радиатором, скорее всего, контроллер заряда литий-ионного аккумулятора. Давайте снимем радиатор и посмотрим, что там за чип используется. А используется там TC4056, собственно, как и ожидалось. Поскольку мы с вами сняли радиатор, я его поставил на место и дополнительно закреплю еще кусочком скотча, чтобы он потом у меня не отвалился, когда я куда-нибудь буду переезжать с этим осциллографом. Замечу, что если вы не отклеивали радиатор на своем осциллографе, то вам этого делать не нужно. Давайте подведем итоги, понравился ли мне этот осциллограф. Некоторые гаджеты, которые мне присылают на обзор из Китая, я здесь продаю в Турции, а некоторые оставляю себе. Одним из критериев того, чтобы я оставил девайс себе, является сейчас для меня это компактность и вес, ну и, конечно, параметры устройства. Этот осциллограф я, скорее всего, оставлю себе, потому что он маленький и у него довольно неплохие параметры. Можно даже сказать, что для его размера параметры у него очень даже хорошие. Очень понравился мультиметр с осциллографом, такой комбинированный прибор, обзор которого был у меня на канале. Наверное, если бы я был дома во Владивостоке у себя, я бы его оставил себе, но он габаритный, большой, довольно тяжелый. И у осциллографа у него полоса пропускания до 10 МГц, поэтому я решил его все-таки продать, а себе оставить вот этот маленький. К тому же мультиметр у меня уже есть, другой тоже очень маленький, компактный. В сети очень много говорят про этот осциллограф от FNIRSI в плане того, что здесь используется АЦП на 100 мегасэмплов, а полоса пропускания заявлена 110 МГц. Многие даже обвиняли производителя, зачем, мол, вы обманываете своих пользователей. Со своей точки зрения я скажу так: обмана никакого здесь, конечно, нет, но есть довольно хитрый маркетинговый ход. Дело в том, что заявленная полоса пропускания любого осциллографа – это полоса пропускания его аналоговой части. А с аналоговой частью у этого осциллографа все хорошо. Здесь используется очень крутой операционный усилитель с рабочей частотой, если мне не изменяет память, где-то около 1,8 ГГц. Так что по аналоговому каналу у этого осциллографа полоса пропускания никак не меньше, чем заявленные 110 МГц. А вот именно на АЦП производители, конечно, сэкономили. Я думаю, что максимальная частота сигнала, которую вы реально сможете посмотреть на этом приборе, где-то в районе 60 МГц. Но фишка в том, что даже при такой частоте
влияние на качество сигнала аналоговой части будет минимальным, потому что аналоговая часть хорошая. К сожалению, проверить это здесь, в Турции, в своих условиях этих я никак не могу, но тем не менее у себя в лаборатории во Владивостоке много лет я пользуюсь большим таким осциллографом от Rigol. У него частотка до 25 МГц. Это, наверное, примерно в 2 раза меньше, чем у нашего малыша, если по цифровой части, а по аналоговой части, так, наверное, и в 4-5 раз меньше полоса пропускания. Поэтому, наверное, вполне себе нормальный приборчик за свои деньги и для своего размера. Есть у меня небольшие претензии к дизайну. Хотелось бы корпус посолиднее и экранчик побольше, и USB Type-C вместо micro-USB. Хотелось бы, конечно, иметь 2 канала, тем более, что АЦП, которое здесь используется, оно вроде как двухканальное, насколько мне не изменяет память. В общем, друзья, вот такой прибор, такой как он есть. Ссылка на него будет в описании. Также я сделаю, наверное, статью на своем сайте со временем. Ну а сейчас, как я обещал в самом начале, для тех, кому еще не надоело, я расскажу, как я ездил в Турции, здесь в Анталии, забирать его на таможню. Приехал на почту. Здесь огромный такой хаб почтовый. Пришлось ехать в другой конец города. Представляете, чтобы получить свою посылку, пришлось ее растамаживать. Китайцы прислали мне для обзора маленький гаджет. Давно сотрудничаю с этой китайской компанией. На Алиэкспрессе они продают железки всякие разные. И периодически у них, когда выходят какие-то новые модели, осциллограф там маленький или мультиметр, рассылают блогерам на обзор. И вот мне прислали на очередной раз на обзор. Он долго шел, месяц он шел почти. То там полежит, то там. Я все ждал, когда он придет ко мне домой. Обычно приносят прямо домой. Здесь надо всегда заплатить пошлину, когда вы что-то получаете из-за границы Турции. И обычно приносят домой. И тут же ты платишь пошлину человеку, который приносит домой. Он приходит с бумажкой, там написано, сколько надо оплатить. И оплатил, и тебе отдают. А тут принесли домой бумажку, где было написано, что надо ехать сюда. Вот сюда, в Кони-Алты. Мне тут километров, наверное, 12 до сюда от моего дома. Вот я на велосипеде приехал, получил эту посылку, заплатил почти $10 за растаможку. Хорошо, что эта штука, она бесплатная, которую мне прислали. То есть я за нее не платил. А так бы, к той сумме, что я заплатил, я бы еще плюс $10 отдал. Вот такие тут правила. Любая мелочевка, любая какая-то хреновина маленькая из-за границы, вы платите пошлину за нее. Я помню, мне прислали ребята, мои друзья из Канады, прислали Рокси в подарок ошейничек, просто такой маленький ошейничек, дешевый. Ну, там выгравировали на такой штучке, как медалька, выгравировали имя Рокси и прислали, подарили Рокси. И я заплатил, я тоже помню, я тоже $10 тогда заплатил за этот маленький ошейничек, чтобы его получить. Я же не знал, где эта почта, я ехал не по навигатору, а мне сказали, что почта находится около Мигроса 5М. Я какими-то путями ехал неправильными, долгими сюда. Хотя можно было вот просто, видите, здесь 300 метров от вот этой велосипедной дорожки и по ней просто приехать. Вот по этой красивой, прекрасной велосипедной дорожке, по которой ехать просто кайф. А я там по трассе где-то доехал до этого 5М Мигроса, потом открыл навигатор, давай смотреть, где это почта, еще 800 метров до почты от 5М Мигроса. А можно было вот просто по этой тропинке и приехать. На самом деле хорошо, когда знаешь, и плохо, когда не знаешь. Ну, в общем, в любом случае я посылку получил, и это очень хорошо, потому что вот так вот несколько раз мне ребята, китайцы, высылали эти посылки из Китая на обзоры, какие-то маленькие гаджеты бесплатно. И они застревали на таможне в Стамбуле. И чтобы мне получить, мне вот надо было вот так вот прийти в Стамбуле на почту.
Естественно, я, просто забивал на это дело, писал ребятам в Китай, говорю, ну вот такая вот тема, я в Стамбул не поеду за этим мультиметром, который стоит там $30. Я, конечно, из Анталии не поеду в Стамбул, чтобы его растамаживать. А они, эти ребята, китайцы, ну как есть, так и писали, собственно. Я же ничего не платил за этот заказ. Они писали там стоимость заказа там $2. А ребята на таможне смотрели, что там лежит какой-нибудь китайский мультиметр, но он по-любому не может стоить $2. И задерживали. И вот присылали сообщение мне на почту. Приходите сами и вот растамаживайте. И, конечно, я как бы забивал на это дело. Оно там, наверное, лежало пару месяцев, и потом отправляли это все обратно китайцам. А китайцы мне потом выслали по новой. Вот 2 раза такое было. Вот они 2 раза высылали по новой. Просто уже, я говорю, напишите нормальную цену. Вот как она стоит у вас на Алиэкспресс в магазине, так вот и напишите, не надо. Я все равно здесь заставят заплатить пошлину, а если вы напишите какую-то маленькую цену, которая не соответствует реальности, да, ну там явно видно, что он не может стоить там $3, да, или 4, как они написали. Может быть, если бы они написали 20, там, вместо 50 или 60, то оно бы прокатило еще. А когда пишут 2 вместо 60-50, ну, конечно, там тоже не дураки сидят. И они просто задерживают и отправляют назад, если ты там не пришел через какое-то время сам, не приехал в этот Стамбул. Только что с почты приеду домой, буду знакомиться с прибором. С очередным прибором, который пришел мне в Турцию из Китая.